Это было ночью, 12 часов ночи. Где я мог находиться? Я был дома. Спал. Гвардии ефрейтор Борис Иванов позвонил в дверь и доложил: товарищ гвардии лейтенант, боевая тревога. Беги, я за тобой. Мы же уходили по тревоге, мы не знали куда. Никто ничего не знал. Мне было интересно, где пропал мой муж. Я пошла в военкомат, я спрашивала в военкомате, на что мне ответили: а вы что, не знаете, что происходит у нас? Мама потом мне уже рассказала, стоит возле автобуса, плачет, а женщина: ну что вы, говорит, ну отслужит 2 года и придет, как будто как на войну, говорит, провожаете. А мама говорит: а я, говорит, своего на войну провожаю. Супруга, ну как она, как супруга военного отреагировала? А меня 2 раза застраховала. По 1000 рублей. Добавил 500, купил себе инвалидский Запорожец. Мог не пойти. Ну так получилось, что потом, почему бы я не пойду, а кто-то за меня пойдет. Вот он со своей женой. Вот 6 февраля этого года, 21-го, уже будет 37 лет, как нам привезли цинковый гроб. Мой муж Довнер Петр Викторович в Афганистан попал одним из первых. Это было в декабре 1979 года. Мы служили в Костроме, и его срочно перевели в Черчик, в Ташкентской области. Маленькую доченьку тут вот целует. Совсем мало у нас фотографий таких осталось. Помню я этот день, он мне позвонил и сказал: а ты согласна? Он вроде как спрашивал у меня согласие. И, ну, на что я спросила: а у меня есть альтернатива? Но он сказал: ну, в общем-то, нет. Им дали буквально 3 дня на подготовку и на переезд. Я еще спрашивала: а почему так быстро? Ну, так надо. Вот у меня вот такой был ответ. Здесь еще стоял рембат, склады ВДВшные, рембат ВДВшный стоял. Эскадрилья дивизионная была на вторых. Поэтому называли столицей ВДВ. Мы сейчас находимся на территории гвардейского краснознаменного ордена Суворова 350-го прошедшего полка. Полтинник один из первых входил в Афган, и один из последних выходил с Афганистана. Как подняли по тревоге, ушли, и все. Домой не возвращались больше. Когда я прибыл в подразделение, действительно на табло было высвечено сигнал «Боевая тревога». Мы знали, офицеры, что загрузку учебно-боевой группы боевым оружием, боеприпасами осуществляется только по личному приказу командующего воздушно-десантными войсками. Да, действительно, мы рассчитывали, что командующий прибыл, и командующий решил нашу дивизию проверить по полной программе. Целую ночь мы загружали боевые машины огромным количеством оружия. Подъезжали просто грузовики, и была загрузка. Это ночью, быстро, в экстремальном режиме, призвался 29 октября, а 25 декабря был вот войск. Этот призыв 79-го года, это один призыв, который прослужил в Ване ровно 2 года. Неподготовленный, да, стрелять не могли, все. Но пришлось учиться там.
Впервые для меня, как и для абсолютного большинства участников тех событий, слово «Афганистан» прозвучало, наверное, за 2 дня до ввода в Афганистан. Случилось это следующим образом. Одного из наших офицеров-разведчиков, гвардии лейтенанта Ленцова, был привлечен к склеиванию карт. В какой-то момент Ленцов вышел покурить, вот, я ему так одними глазами вот так вот спрашивал, что там. Он мне только так вот сигарету взял. Афганистан, Валера. Клеим карты Афганистана. Вот я впервые услышал слово «Афганистан». Это было до обеда, а после обеда нас, командиров разведгрупп, вызвал начальник штаба дивизии полковник Петряков и вручил каждому из нас, вот мне он вручил вот такой листочек бумаги. Там была на схема, я только глянул, понятно, элементы аэродрома. Но названия его не было. Просто вот аэродром, я видел аэродром, все, больше ничего, он обезличен был абсолютно. 24 декабря все командиры разведгрупп были вызваны к генерал-майору Рябченко, командиру 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Гвардии лейтенант Марченко в составе разведывательной группы вылететь на самолете Ил-76 с целью захвата взлетно-посадочной полосы аэродрома «Баграм» и обеспечения посадки передового отряда в составе парашютно-десантного батальона, вот я тогда помню, «Баграм». «Баграм». Он ничего не говорил мне. Слово «Баграм» он вообще ничего не говорил. Вот он, когда понял, наверное, увидел недоумение несколько в моих глазах, он сказал: «Афганистан, сынок, Афганистан». Темный аэродром, взлетные полосы, огромное количество самолетов. Это вот, как знаете, как вот, ну не знаю, сейчас, наверное, в современных они там летали, машины быстро выгружались, ну, вылезли, так, знаете, еще не оценили, что это Кабул, ну, темно, горы кругом. Для нас это, мы же не знали, что мы будем делать. Ну, дали оружие, техники много, всего много, ну, это как-то, знаете, значит, такой романтический взгляд определенный был. — 25 декабря 1979 года, в первый же день ввода советских войск на территорию Афганистана, потерпел крушение самолет Ил-76, и погибло 6 членов экипажа и 37 десантников. Там были, у которых только родился сын, и он его не видел даже. Тоже погиб. Это Кенна Булат, командир комендантского взвода был. Даже первый погибший, когда мы разгружались в Быхове, эшелон, начальник штаба упал с платформы, его привезли, здесь хранили, все, здесь Баруха вся замерзла, что первый труп пришел. А потом этот самолет разбился еще. Мы же уходили по тревоге, мы не знали куда. Никто ничего не знал. Узнали тогда, когда уже сидели на аэродроме, уже готовы все. А оттуда куда уденется? В Афганистане в 1978 году происходит государственный переворот, и к власти приходит Нур Мухаммед Тараки. Он ведет мусульманскую страну по примеру Советского Союза. Но в Афганистане происходит насильственная смена власти, Нур Мухаммед Тараки был убит, и к власти приходит Хафизулла Амин. Те силы, которые посчитали, что Афганистан должен развиваться по-другому, сформировались в такие группы, которые назвали себя маджахедами или воинами ислама. Руководство Афганистана обращается к руководству Советского Союза, с которым были давние связи, принимается решение ввести войска. Прилетели нас, ни палаток, ни печек, ничего не было. Быт был суровый, было все в боевом порядке, спать приходилось, как устроишься, где в машине, где не в машине.
ПХД пока начали работать, еще что-то. В основном на сухпайке. Палатки привезли без печек. Ну, где кто мог, доставал печки ставить, делали. Печку я соорудил топливный бак от КРАЗа, выхлопную трубу приварил там, вывели. Тяга маленькая, труба, все. Где-то с полметра от земли еще чистый, а дальше весь дым, в дыму. Поднялся ты в дыму, лег ты, но в чистом. В целом порядок. Единственное, Ну что за недостаток, порядок? плохо моются котелки. Так у них и с водой-то плохо. И с водой. Наверное, пока вот весна, лето не наступило, ну, наверное, и воды там не хватало. Ну, Кабул, там привозили что-то, а мыться, ну, понимаете, когда на улице холодно, это ж палатки стоят, ну, как-то и мыться особо не хотелось, раздеваться намного. Каждый солдат сам себе все стирал. Каждый солдат сам себе стирал, понимаете? В цинке из-под АГС, костерчик и кипятит свое белье, все. Просто не кипятит. Так, вы знаете, вот первых полгода была такая, почему я? Блин, вот, тяжело физически, еда бы какая, боевые действия. Почему я? Вот какого хрена я должен нести? Что я тут, ну, условно делаю? Кого я тут условно защищаю? Я понимаю, что есть боевые товарищи, мы вместе выполняем, но... А чего я? Вот тут взяли бы нас назад, вернуть. Докладывайте. Нина. Первая Кунарская операция. Это февраль, 29 февраля, 2 марта 1980 года. Вот мы только вот тут 2 месяца только как вошли. И первый бой. 3-й парашютно-десантный батальон 317-го Гвардейского парашютно-десантного полка, которым я через 5 лет стал командовать. За 1,5 часа боя 35 убитых и столько же раненых. Тела были завернуты в плащ-палатки, пропитанные набухшей кровью. И вот так вот со своими солдатами, разведчиками я расстелил в ряд 35 тел. 6 из них было порублено на куски. И тут же следом подъехали Уралы. Выгрузили раненых. 3 тоже их было. И я с ужасом смотрел на них. Это вот был в жизни первый шок. И один солдатик такой с растрескавшими, лопнувшими губами передо мной. Вот. Я говорю: солдат, как это все было? А он говорит: полная прострация, во-первых. Стреляли отовсюду. Отовсюду. Это дембеля. На убитых так вот рукой показывают. Это дембеля. Это дембеля. Это вот была первая боевая операция, вот, которая показала вот такие потери. Вроде бы и штаб там заняли. Да кому он нужен, этот штаб с 2 десятками радиостанций, которые не работали, и все. Вот первый бой. И был разговор, что будто нас собираются отправить обратно. Все, мы свою работу сделали. Ну, а оказалось, что мы еще остались там на 10 лет. Где-то вот в начале февраля я получила от него первое письмо. То есть 2 месяца это было такое неведение. В первом письме он написал, что их отправили за границу. Вот он даже не указывал слово «Афганистан». Сколько они будут, не знают, но у них тогда была надежда, что они вернутся. Письма писал, да только в письмах-то ничего о том, что там происходит. Вот мы в рейд пошли, все нормально, все это самое. Им же нельзя было писать правду. Только о том говорили, что там, может, они там сады строят, что-то там они где-то помогают афганцам. Они это и делали, конечно, да. Но притом они и воевали, притом их убивали. Их за каждым углом ожидала смерть. Для них был и так стресс, что ты на войне. А еще будешь писать, что ты там делаешь, что происходит. Берегли. Конечно.
Ну, до последнего матери не писал, что в Афганистане служил. Ну, почему-то все писали, вот не знаю почему, но все писали, что служит в Монголии. Вот не в Афганистане, а в Монголии. Что типа, ну, не доехать, ничего. В письмах, которые представлены в музее, которые писали советские военнослужащие, как правило, нет таких фактов, что вокруг стреляют, мне страшно. А многие научились ценить простые человеческие радости. Кто-то мечтал из этой горной страны, где было жарко, 60 градусов жары, вернуться к себе домой, в Беларусь, и покупаться в озерах, сходить с отцом на рыбалку. Мамкиных пирогов сильно хотела. У меня мамка, шеф-повар кулинар. Какой-нибудь ежиков испекет в духовке, каких-нибудь раков она делает. Старший лейтенант Шигин Николай рисовал вот такие портреты своей жены и писал такие трогательные, теплые письма, в которых объяснялся в любви к своей жене. По тебе, моя дорогая Томочка, скучаю страшно. Думаю о вас каждую минуту, если не чаще. Какие вы у меня хорошие, любимые, самые лучшие на свете. Кажется, плюнул бы на все и прилетел бы к вам. Но, увы, это невозможно. Пиши мне, моя дорогая, любимая. Твои письма для меня – это праздник. До свидания. Крепко целую вас. Остаюсь навсегда твой Петр. Петр прослужил в Афганистане почти 1,5 года. Дважды мне повезло, потому что он еще дважды переезжал в отпуск. И я видела, как изменился человек, который побывал там, как сейчас говорят, за речкой. Очень хорошо помню его ответ, когда я спросила, почему ты ночью вздрагиваешь. Я привык спать, как он образно выразился, вместо жены автомат, вместо дочки пистолет. Там уже вопросы были, наверное, излишние, потому что мне было уже так все понятно. Первый раз во время отпуска он был такой более уверен в правоте своего дела, что все это правильно. А вот второй раз он понимал, что, вот, наверное, ненужная война. Я вот это чувствовала по нем и понимал, что это долгая будет война. Мы пришли навещать супругу его сослуживца. А у них был мальчик, года, наверное, 3 или 4, парнишка. Жена его спросила, а сколько там будет продолжаться война? А Петр посмотрел на этого мальчика и сказал, ему еще хватит. Когда начались боевые действия в Афганистане, пришел приказ командующего Ленинградского военного округа персональный. Тебе напоминают про присягу, которую ты принимал, военную присягу. Потом один умный генерал говорит, что не всех убивают. Отказаться я не мог. Будешь наказан, если будешь. Ну, присягу принимал. И клятву Гиппократа. 4 года лишения свободы. Так примерно это звучало. Доктора, которого я менял, Сергея Азисова, выстрел с гранатомета попал в БМД. Рядом сидящему офицеру кумулятивной струей просто оторвало голову, а его посекло руки особенно. Первый день в Афганистане, в батальоне. Говорит, хочешь посмотреть на 3 солдат, им голову отрезали? Что-то мне не захотелось. Солдаты пошли всего-навсего в магазин. С плоту сошли. Им отрезали голову. Голову поначалу не нашли. Конечно, что-то какое-то было такое вот. Все-таки приходим вечером там после палатки покурить, там туда-сюда разговоры там. Ну так что панических там таких, ну не было.
На период первого Афганистана не только этих мыслей не было. Вот я честно говорю, мне моих солдат, рядовых солдат, 18-19-летних пареньков, приходилось сдерживать. Товарищ лейтенант, давайте вот так, товарищ, давайте вот здесь, там, и так, давайте вот так. У них были предложения, как лучше выполнить задачу. Причем, это уже все знали, что значит попасть в плен духом. С афганских солдат, с афганских офицеров и советских солдат снимают с живых кожу. Накачивают сначала наркотиком. Они подвешивают за крюки, которые висят вниз головой, и, начиная с ног, так закатывали. Ну, как барана видели когда-нибудь? Существовало более 70 группировок маджахедов. Очень часто они враждовали между собой. Меня через лже-банду внедряли, привели в соответствие всю одежку, которую там они носят. Мы первоначально якобы пошли нападать на советскую колонну. Ну, я как раз там участвовал в этом деле. Даже мысли у меня не было, чтобы прицельно вести огонь по нашим советским солдатам. Ну, тут рядом лежит этот реальный бандюга, который, и думаю, ну, я пускал вверх или же в землю. Ну, там кто-то, во время вот этой стрельбы, там никто ни в чем не пытался разобраться. Куда ты стреляешь, что ты стреляешь? Я когда в засаду попал, так там приходилось отстреливаться. Там стрелял, ну, в афганцев стрелял, то есть этих муджахедов. Вот среди нас было 15 трупов из 25 человек. Впереди они, допустим, обычно нашего пленного, чтобы не напороться на мины, пропускали. Они всегда считали шурави иноверцами, да? Ну, а они борцы за веру вообще. И вот однажды троих пленных мы захватили языков, вот, допросили, что можно вытянуть с них, вытянули. Затем в службу ХАТ была дана команда. Я захожу туда, яркое солнце, туда заходишь и слепит сразу. Ну, иду, и ведем их так, и чувствую, что под ногами чавкает. Вот, ну, грязь там, это все так далее. Вышли дальше, помещение такое, значит, я посмотрел, что там. Это вот такой слой крови, спекшийся. И тут как раз идет допрос вот этих вот служб безопасности, ХАТ, ихние контрразведчики, вот. Заходят, пленный, вот они ему бур-бур-бур на фарчи, тот что-то раз, это, вот. Потом два подходят и на крюк его вешают под ребра, как при Иване Грозном. Вот. Крюки, стенки торчат, такие вот, в бок его, он как таракан руками и ногами, они ему задают вопросы, вот. Он что-то им отвечает или не отвечает, вот, там и так далее. Процедура длится 3-4-5 минут, раз, выводят, слышен выстрел, следующий и так далее. Вот так они работают. Какое там право, какой там Гаагская конвенция, там, и Женевская конвенция, кстати, там, и так далее, о гуманном обращении с пленным. Это не все. Это война есть война, там свои законы и свои условия. Красный крест нацепить я нацепил поначалу, был в наборе бронетранспортера, который пришел ко мне медицинский. Но комбат посоветовал мне его быстренько снять. Потому что сказал, первый выстрел с гранатомета может быть по тебе. То есть считалось выбить медика, так сказать, из оказания медицинской помощи, это деморализует солдат и офицеров. 1, 2, 3. За участие в отрядах, за подбитую технику, за убитого советского, афганского солдата и офицера также платили деньги. Листовки делали и вот на металле. Здесь показан руководитель Афганистана, президент Наджибулла, и в голове у него вставлен заводной ключ с символикой Советского Союза.
листовки издавались на спичках, на материале печатались с такими призывами, что Аллах велик, и мы ведем священную войну. Ну, первое, так сказать, ранение было легкое. Я сидел в БМД, вдруг по рации есть раненый, давай, доктор, вылазь. Ну, скажем так, пули щелкали по броне БМД, стрельба. Хотелось посмотреть, что это такое. Старший по призыву говорит, да куда ты, говорит, лезешь? А там уже голову высунул посмотреть. Ну, в каске, правда. Говорит, тебе что, мамка, говорит, дома не ждет? А также интересно, ну, только ж в кино это видели, когда уже над головой начало свистеть и рикошетить от камней, то тут уже чуть-чуть, как говорится, прижало нижнюю часть тела. И сразу что-то про мамку вспомнил. Стреляли по грузовой машине, вводили с черканого поля по лобной части, то есть ободрало кожу. Но если ему попало бы конкретно в череп, то было бы смертельное ранение, диаметральное ранение. Влетая, любая пуля делает, как правило, небольшое отверстие, если она не разрывная. Вылетая, она делает гигантское отверстие. Уяснили, огромный дефект ткани. Видишь легкие, сердце, блин, через огромное отверстие. Выдвигались ночью. И прошли пост уже наш советский, последний. Там уже территория уже духу была. Короче, зашли на минное поле. Подрыв. Я даже не понял, что вспышка, потом обстрел начался, бой завязался. Когда подорвался, я даже не понял, что я говорю, вспышка, никакой боли, ничего. Навзничь мне лег, отбросил навзничь на РД. Лежу, думаю, что случилось. Поднимаю глаза, а ботинка-то нету. Вот тогда у меня самая страшная боль, тогда вот самое. Но... Ну, спасибо ребятам нашим, вытянули, спустили в госпиталь, завезли. Есть мины нажимного действия, наступаешь, блин, и сразу у тебя отрывается стопа. Иногда не полностью. Обычно наповал. 2 бойца подорвались, принесли кусочек мяса, примерно кг, и 1 кисть. Да, тут я просто стороны хочу глянуть. Это БМД-1, П-машина десанта. От осколков, пуль, снаряды пробьют. Даже, ну, аккумулятивные тоже прожигают. Ложили мешки с песком на дно, на днище машины, мешки с песком. Хоть маломальски там защитить. Ну, так, полумера. Братская могила десанта, БМД. Если хороший фугас, оно все двигателя, все улетало, разлеталось. То же самое БМП, если попадала на фугас, тоже разрывало там, если хороший фугас. Я потерял, сейчас скажу, сколько. Машины 3. Без личного состава. Ну вот у нас этот отряд боевой пропаганды и агитации, вот ездят там в удаленные кишлаки, мы ездили с ними, ну вот, помогали, ну как боевое охранение, да. И вот тоже они раздадут там хлеб, муку, там это, ну вот в кишлаках, да. Мы уходим, приходят эти пацаны из гор, горные пацаны, все это забрали, а мы же добрые люди, да, вот, ну, славяне, да. Колонной едем через кишлак, они там, дети выбегают, там кричат, бакшиш, типа подарок. Ну, то банки тушенки ему дашь, там, то еще, ну, еду какую-нибудь. Дети могли выкладывать цветными камешками на дорогах количество машин, которые проехали советских, и таким образом передавали сведения маджахедам. Которые постарше вот стоят, ну, видно вот этот злой взгляд.
Он с тобой разговаривает с тобой. Ты отвернулся, с тобой разговаривает, улыбается. Ты отвернулся, тебе могут здесь же нож в спину. Или выстрелить в спину. День он, как говорится, дыхание в поле работает. Ночью берется за оружие. Страх потом был. Вот когда вернешься, если вернешься, и сядешь возле печки, руки греешь, вот так вот. И вот тут ты начинает трясти, колотить начинает, буквально. Колотить начинает. И ляжешь спать, ну понимаешь, все свои здесь там и так далее. И чувство жуткого страха, оно приходит. Оно приходит волной. Потрясло, опять ушло и так далее. Были люди и кололись, курили. Ну или кто-то, вот, ну может слабый человек какой-то, что вот, ну там вот покурит или уколется, может ему легче становилось, там даже на той же войне там поедешь, что уже не так страшно, как говорится. Ну, все же говорят, что под наркотиком же и мир по колено, как и пьяному море. Кокаин, героин, анаша. Если советский солдат попросит ее на банку сгущенки, можно было променять на такой же по объему кусок анаши. То есть это та же война. Скурить всех, так сказать, советских солдат. Ну и, соответственно, некоторые солдаты, скажем так, и даже были случаи, офицеры подвергались воздействию наркотических препаратов. Был случай один ночью около моего медпункта, там то ли 12 дней в Афганистане, потом я его спрашивал, нахрена он это сделал. Он представил себе наш советский автомат 5,45 грудной клетки и пальнул 2 раза. Говорит, так надо, вот не хочу я быть в Афганистане. И переход к врагу был, при мне один случай был. Они его убили потом, не знаю по каким мотивам. Зарезали, короче говоря. Ну вот этот факт неуставщины. Солдат, значит, он спал наверху, под ним его, типа, дембель будем называть его. Он решил ему отомстить, положил бронежилеты себе под матрас по всей длине кровати. Пальцами ноги зажал, запал, чеку вытащил, пальцами зажал. И ночью гранату кидает ему на живот этому солдату. Ну все, взрыв, тому живот весь вынесло, погиб. Этот пальцы ему там поранило. Еще несколько солдат осколками, осколочные ранения получили. Кто тебе дал право бить? Документы! Документы, говорю! Командиру батальона передадите, что я вас арестовал на 7 суток. За применение физической силы по отношению к другому товарищу. Поняли, нет? Командиру батальона передадите. Если не передадите, пеняйте сами на себя. Это я, видите, вот в Панаме, плавжилет сверху, автомат. Вот вид такой был. В очках, как у доктора Паганелли. Я как-то возмутился, почему я вот в очках в десантно-штурмовой батальон. Мне говорят, ты оглянись. Я оглянулся, смотрю, минометчик в очках. Короче, для ближнего боя сгодится. Мне даже раз предложили пойти в группе захвата. Господа, правая, левая забита. Так, оттачивайте. Василек, твоя выезжает? Вот по поводу второй получилась ситуация. Командир роты был болен,
замком роты где-то то ли в отпуске был, замполит тоже где-то был в отпуске. В итоге, значит, в этой роте из офицеров был только один командир взвода. И, значит, чтобы как бы, ну, разбавить офицерами, туда дали комсомольца полка, вот, начпрода полка лейтенанта и врач батальона лейтенант. Только пришел, закончил академию медицинскую. Вот 3 офицеров туда, типа на усиление этой роты. И им поставили задачу блокировать вход в ущелье. 2-я рота входит в этот кишлак. Вот. У меня все нормально, я слышу по радиостанции, ну, и слышу выстрелы. Доклад. У меня там 2-й раненый, 3-й раненый, 1 убитый, там 2-й убитый. Вот. Я опять комбату, ну, почему я сижу, почему я, люди, там 2-я рота погибает. В итоге, через некоторое время связь со 2-й ротой полностью прекратилась. К утру вот, вытащили мы эту 2-ю роту. Вот. Там где-то общие где-то потери 15 человек были. В том числе, значит, ранены все офицеры. Они 2 числа подорвались на минном поле, генерал докладывали в курсе дела. Значит, у одного ефрейтора поварил отрыв левой голени. Мне как-то говорят, Войт, это как это, что-то ты, носилок у тебя слишком мало стало. Говорит, то у тебя как бы 80 носилок числится. Но на носилках вы носили кого? Трупы и лежачих. На эту войну попало очень много молодых, 19-летних ребят, и некоторые из них вели такие дневники на войне, куда записывали свои мысли. И вот в таких дневниках появляются записи о том, как прошла боевая операция, как выносили с поля боя раненого друга. Ой, лучше об этом не надо. Ну, это, как теперь молодежь говорит, да, отрывает крышу, будем так говорить. Вот если б, ну, положа руку на сердце, да, вот если бы мне, вот, когда я вот первый раз друга увидел, да, и мне б дали кого-нибудь, ну, духа, ну, плетного какого, я бы его порвал. Грыз бы, может, рвал бы руками, зубами грыз бы, ну, не знаю, я бы порвал бы, вот, ну, вот, как-то так вот психику ломануло было, что вот, ну, за что, вот ни за что. Что вот раз и все. Обсуждали, кто виноваты в этом. Мы, может, как говорится, может, по-другому действовали, может, не было потерь. Обсуждения такие были. Ну, другие говорили, ну, без потерь на войне ну, никак не бывает. Мальчишки, совсем мальчишки, молодые, только, как говорится, от мамкиной юбки оторвались, и вот они уже, конечно, попали в эту переделку. Привозили прямо с поля боя. В основном раненые были, минно-взрывные ранения имели. Поражало вот от головы и до пяток. Из-за того, что поражались органы, ткани и так далее, еще и инфекция попадала. Иногда забывали жгуты накладывать. Я накладывал жгуты, кровь хлещет, забыли наложить, а точнее с перепугу не наложили. Мне сердобольные ребята, ну, после ранения, я помню все досконально, вкололи 6 шприцов тюбиков. 7-й сказал, хватит, не надо. При даче наркоза интубационного остановилось сердце. То есть и шок сказался, и кровопотеря, и передозировка промедола, состояние клинической смерти, в которой можно находиться 5 минут примерно. Ну, мне повезло. Вот и все. Дочь, конечно, первоначально говорит, это мой папа, вот так с круглыми глазами. Но сейчас все нормально.
И вот был у нас такой старший лейтенант один. Ему было 24 года с пулевым ранением черепа. На него посмотришь, вроде бы как и нормальный уже. Ну, голова бритая, там перевязана, все. Вот. А так вот вроде бы же как что-то говорит. А говорит какую-то ерунду, что непонятное, не поймешь что. Парень действительно вернется домой, а кто он? Он, как говорится, постоялец психбольницы. Или же вот привозили к нам ребят некоторых так называемой точки, то есть они где-то в горах, они находились там. И бывало такое, что не всегда вовремя к ним могли прилететь вертолеты, которые привозили им продукты питания, воду, вот, оружие. И вот у них там настолько истощение было, они даже стоять не могли. Нигде этого, конечно, нет такого, никогда никто не печатал, не говорил об этом, но были с таким истощением, как после концлагеря. Привезли раненого солдата в нижнюю челюсть, то есть пуля прошла и снесла ему нижнюю челюсть. Умер потом, там прямо в операционной. Вообще, по статистике, 50% уходят. И потом еще называется постреанимационный синдром. Органы отказывают все, ну и уходишь. Кто умирал у нас в госпитале, их отвозили на аэродром. Вот там, значит, было место такое, ну, как морг или как там лаборатория. И там их, значит, грузили в гробы в эти вот, в цинковые, забивали, и вот груз 200 оттуда уже отправлялся. Был парень погибший у нас с роты там. Пришло, да, пара писем, там, не помню от кого, там, от матери или от девушки, там, но отправили назад как-то. Вот. Извинились, там, написали, что извините, так получилось, что не сберегли, там, но и отправили письмо назад. Получила это известие тоже, ну, я бы сказала, что очень жестоко, не по-человечески. Его привезли на родину хоронить, это Стародорожский район, а семье его даже не сообщили, то есть мне и дочери даже не сообщили. Родители как-то подумали, что, возможно, я не знаю, прислали телеграмму, тогда же другой связи не было, где-то, наверное, часов в 5 или в 4 часа утра мне принесли телеграмму и просунули просто под дверь. Телеграмма была такого содержания: «Приезжай, погиб Петя». Нам сообщили, что нужно ехать самим, забирать в Минск, забирать гроб. А когда мы приехали в Минск, нам сказали, что его везли в Баранович. Мы приехали на аэродром, и дежурный аэродрома нам сказал, когда мы спросили, где мы можем забрать, нам ответ был такой: вон там какой-то ящик стоит, если он тебе надо, забирай. Ночью на перекрестке очень долго стояли, тайком везли, старались строгим указанием местным властям и военкомату, чтоб не завозили в квартиру, чтобы поменьше людей знало, чтобы уже пока привезут, чтобы был идол выкопан, все, чтобы быстрее похоронить. В то время хоронили наших ребят, привозили тайком, не разрешали гроб вскрывать, нельзя нам было его увидеть, нельзя было нам с ним проститься, как надо. Вот такое страшное письмо матери 19-летнего Александра Галькевича. Она пишет, что мой сын всегда был грустным и всегда тянулся ко мне, редко улыбался. И когда привезли гроб, открыть его не разрешили. Может, моего сына и не было там. Когда первые гробы привозили с Афганистана, что говорили? Что родителям говорили, как объясняли? Что он там то на какую-то провокацию попал, то там воды отравленной какой-то попил, то там еще что-то такое. Привезли моего сына, сказали, что он отравился водой, а мой сын был не отравлен водой. А мы его вскрыли, хотя нам не дали его посмотреть.
Но мы нашли время ночью на Октябрьске, пошли, откопали, достали его, вскрыли. Наш сын был простреленный очередью, но не отравленный водой. Нам же правду не говорили, что они воевали там. Нам не сказали. Потом мы написали часть, и вот нам прислал вот этот Калинин, который там есть у нас на фотографии. Письмо он все написал подробно нам. Это уже было аж в апреле месяце. Он был в бою вместе с Сережкой. И вот это его БМП, где они самые, и его ребята. Он 30 января был ранен в рейде, а 6 февраля умер. 3 последние дня он уже не приходил в сознание. Вот. И умер. Дочь, во-первых, наверное, может, мы неправильно сделали, потому что когда привезли вот гроб, и кто-то из родственников поднес, и у нас было окошечко, и там было видно. Она закричала, что это не мой папа, папа черный, он черный. Потому что там уже, во-первых, он погиб 12-го, а хоронили ее 22-го. За это время уже, конечно же, там разложилось тело, уже был там запах даже через стенку был слышен. Да, я ей сказала, что папа погиб, что папа герой. Первый год, когда мы вернулись, приехали в Минск, из военкомата пришли, принесли нам ей подарок и сказали, что это от отца. Но это было только один раз. В следующем году ей не принесли. Для девочки была трагедия, почему ей не принесли подарок от папы. Я позвонила в военкомат и спросила, ну как-то так. Они сказали, у нас нету средств. В школе даже, где она училась, дочери дали цветы, чтобы она вручила маме погибшего. Она приходит домой и устраивает истерику. Она падает на кровать и говорит, что ты меня обманула, мой папа не погиб, я ничего не понимаю, в чем дело. Я говорю, почему ты так решила? Но она логично рассуждает, что если бы мой отец погиб, то в школе сказали бы, что он погиб. А тут никто не вспомнил. Она подросла, начались изучать иностранные языки, она решила курсы немецкого языка. Я иду в дом офицеров, говорю, вот, можно я запишите мне, пожалуйста, мою дочь. А вот он мне говорит, ну мы записываем только детей офицеров. Я говорю, ну так она тоже дочь офицера, только погибшего. А он мне говорит, а мы записываем детей живых офицеров. Нет, лучше замуж не выходила. Пришлось заменить дочери и мать и отца. Во всяком случае, я делала все возможное, чтобы как-то компенсировать дочери ущерб, чтобы она особо не чувствовала вот то, что она в неполной семье. Но не всегда у меня все это получалось. Потому что семья – это есть семья, где есть мать, отец. Знаете, что хочу сказать? Конечно, мы гордимся своим сыном, что он верной присяге был до конца. Но это наше чувство очень опечаливает то, что мы не знаем. И вот за 37 лет я так и не поняла, какой он долг отдавал, кому он его отдавал, кому он задолжал, он и все ребята, которые там воевали. Почему они попали в те страшные условия, в ту враждебную страну. Как-то задавался я этим себе вопросом, говорю, а за что? Ну это уже по стечению, там, уже полгода, год прошло. Вот просто так задался целью, думаю, так а за что? Так и никто, мне кажется, и не объяснит, а за что мы там вообще были? Чью-то прихоть? Ну так мне кажется.
Ну, долг, ну, интернациональный, да, ну, мы помогли. Ну, не таким же макаром. Эта война стоила очень дорого для Советского Союза. На этой войне потеряли 15 051 военнослужащего. И из этих 15 тысяч на момент гибели 12 тысячам не было 25 лет. Из белорусов потери составили 771 человек. Советская армия, сухопутные войска были никакие. Они были не способны решать ни любой, самой маломальской боевой задачи по защите рубежей Советского Союза и стран социалистического содружества. Они деградировали абсолютно. ВДВ там лучше, вот там типа вот выглядели там и так далее. Не лучше. Потому что и ВДВ, и сухопутные войска учились воевать по одним и тем же уставам, по одним и тем же наставлениям, по тем же самым приказам. Батальоны на целину, на строительство полигонов, учебных площадок. И далеко ходить не надо. Вот у нас под Витебском учебный центр Лосведа. Мы разведка дивизии. Вот по тем временам, как бы говоря молодежным нынешним языком, круче не было никаких подразделений. И то для того, чтобы нам это пострелять, потренироваться, мы вначале до обеда там строили мишени, что-то делали, а после обеда и ночью стреляли. А что говорить о пехоте обыкновенной? О танкистах? Вот эти учения все были, командно-штабные тренировки. Это так, господа офицеры, вышли, повеселились, рыбу половили, на картах синие и красные яйца порисовали, синие за противника, красные за свои войска, вот, и разъехались. Вот вся учеба была. К этому театру боевых действий, который был в Афганистане, дивизия не была готова. Почему? Потому что дивизия была готова к ведению боевых действий в европейский театр. А это совершенно другое тут. Совершенно другие тактика, совершенно другое все. Витебск – это леса, а горы – это совсем другое понимание. И я помню, как мы полгода отслужили, кафедра Рязанского училища ВДВ приезжала, разрабатывала технологии, училась. В свое время в Фергане была дислоцировалась 105-я воздушно-десантная дивизия, которая занималась по программе горно-пустынной местности. В 1979 году, летом, по-моему, в июле, эту дивизию расформировали, 105-ю в Фергане, которая была на юге. И, конечно, по логике и по подготовке, с учетом горно-пустынной местности, должна была, видимо, выполнять эти задачи 105-я воздушно-десантная дивизия. Но поскольку ее не было, было принято решение отправить туда 103-ю воздушно-десантную дивизию. Были военачальники, которые были категорически против ввода советских войск. Они приводили такие доводы, что это совсем другая страна по территории, что это горная страна, и, скорее всего, что там будет партизанская война. Но дело в том, что там вот горные условия, и ископаемых есть много, они не разработаны, и, допустим, тех же американцев, да и нас, видимо, тянуло к лазуритам там и камням, которые редкостные металлы там имеются, и даже золотые запасы есть, которые не разработаны. Ну, естественно, это привлекает. Есть разные мнения, что у нас там и можно было контролировать тот регион с установкой радарных установок. И это есть там вершины, где они действительно использовались. Но это было не основное, так сказать, не основной посыл для того, чтобы проверить свое оружие, накопившиеся новые виды вооружения. Но, тем не менее, там, вот, допустим, вакуумное оружие, оно использовалось, оно проверялось. Какую-то новую технику туда нам поставляли, смотрели, как она ведет себя в боевой обстановке.
Но это не основная цель. С другой стороны, может быть, это и правительству и надо было, этот конфликт нужен был кому-то. Может быть, надо было списать кое-чего там. Столько материальных средств вбухано, там, сколько колонн сожжено там, с ГСМ, с боеприпасами, это же кошмар там. Едешь, колонну сопровождаешь, там эти колонна стоит так сожженная КАМАЗов, штук 10-12 так в ряд. Дальше есть там БТРы, танки вот, подорванные. Пытался пристреливать оружие, бесполезно. Там, стволы все уже раздолбанные, уже они прошли свой ресурс, уже исчерпали, их надо менять. Винтовка снайперская была одна в роте. У той приклад был отломан, приклад деревянный, в горах там он бьется и вот, с отломанным прикладом. Как снайпер с винтовки снять с отломанным прикладом. ПКМы вот, все были старые. Вот, когда я взял ПКМ, вот, Духовский, я оставил у себя в роте, попросил там, службу РАФ, чтобы мне его оставили. И это был у меня самый новый пулемет в роте, Духовский. Появились даже некоторые препараты, мне привозили, не спрашивая меня. Меня это удивляло. Скажем, ящик сердечных препаратов. Ну, как вы сами понимаете, сердечных приступов в десантно-штурмовом батальоне что-то не особо не было. В преддверии вывода войск, вот уже дисциплина уже такая, сказал, среди офицеров. Вот. Ну, уже отношение уже немножко какое-то уже не такое. В штабах, так вот, штабные работники, вот, которые там вот такие. У них задача была прибарахлиться там, короче, побольше чего иметь накупить, там, в военторге, там все там, за телевизорами, там, за видеомагнитофонами, там гонялись там за шмотками там, и прочее. Вы же знаете, что в семье не без урода. Вот. Некоторые там были такие девчата, которые ходили к афганцам в дуканах, отдавались им там за Афгане, за деньги, там, за джинсы, за дубленки и так далее. Ну, вот. Торговали с собой. С солдатами там спали, там, с военными за деньги. Ну, проституция она всюду есть, знаете, как говорится. Ложка дегтя всегда найдется. Вывод войск состоялся 15 февраля 1989 года. Генерал-лейтенант Борис Громов, который выводил войска, он сказал, что за эту 9-летнюю войну каждому солдату нужно поставить памятники. Наш полк уходил в числе последних. Он прибыл 5 февраля, 15 часов, Термез. 6 февраля проводился митинг там, где нас встречали с хлебом, солью. 7 февраля в час ночи были уже в городе Витебске. Парадная форма одежды, да? Советского образца. Сели в такси, как сейчас помню, ну, во сколько он там прибывал, московский поезд. Он чуть-чуть по обочине проехал, а я ему говорю, не люблю ездить по обочинам. Ну, это всегда мины. А таксист остановился и сказал, говорит, браток, ты дома. И приехавший в Новополоцк, он даже с меня денег не взял. Ну, как говорится, родственники были рады, что вернулся жив-здоров. Ну, так. Ну, а потом при службе и так были награждения такие, что вы хотите, я вас не послал, не знаю. Пошли мы в горисполком. Ну, что-то я не помню, что-то мы хотели спрашивать. Она нам говорит, а что вы ко мне, говорит, пришли? А мы говорим, ну как, говорю, там, ну вот, ну, мы же за родину, там, туда-сюда. Он говорит, ну вот у родины и просите, что вы ко мне пришли? Ну, мы постояли, как оплены, и ушли. Кондуктора так смотрели, ну,
сильно молодой для участника войны. Какой, говорит, войны? У нас, говорит, война одна была, Великая Отечественная. Ну, а мы все время смеялись, ну, говорю, герой Бородинской битвы 1812 года. Конечно, вот так вот идешь, когда вот там 15 февраля или на 9 мая, там, ну, вот мы одеваем там медали, ордена свои. И сразу я просто песню вспоминаю, да, когда вот бабушка спросила, говорит, орден прикрыл рукой. Да? Слышал же такую песню? Ну, вот группа СССР, там, ну, вот они поют, что он, говорит, такой, говорит, загорелый, на папины деньги, говорит, где-то там отдыхал, медаль купил себе и повесил, да? Ну, а он говорит, я не буду этой бабушке рассказывать про афганскую войну. Дядь Барухи, ну, если брать, то сейчас, пускай каждый второй, третий в Афганец будет. Кто на пенсию ушел, пенсию получает. Кто-то еще устроился, это работает. Просто так ничего никто не даст. Вот на цветы нам каждый год дают деньги. 2 базовых величины вот сейчас получили. Вот вчера я получила 58 рублей на цветы. Нет, а какие мне деньги платят? Какие мне деньги платят? Никаких денег никто не платит. Какие деньги? Ну, служил, и все. Выйду на пенсию, будет там 30 рублей прибавка, и все. Сейчас 440. Ну, это с учетом того, что у меня по 3-й группе, у меня 3-я группа, там я не знаю, сколько пенсий, но еще доплачивают эти афганские мне. Вот за это. А так по 3-й группе там, я не знаю, 300 рублей поплатили или сколько. Мне доплачивают, наверное, рублей 140. И все. Пенсии маловато, конечно. Не, ну квартиру мне дали, вот, хотя эта квартира не моя, это социальное жилье. Не, я не имею права ни обменять, ни продать, ни... Ну, короче, это вот государственная квартира. Со мной случится, что уже жене она не достанется. Зато у нас слишком большие льготы у депутатов. Одна женщина поднялась и выступила, там депутат, об нецелесообразности отмены льгот афганцам. Остальные все молчали там. По большому счету, сейчас уже афганцы стали возрастные, и я думаю, что оказание какой-то разумной медицинской помощи, оказание материальной помощи такой все-таки, если офицеры и на пенсию, и в стаж это входит, и пенсии не читать, скажем так, солдатам, а по большому счету, я думаю, что это некий элемент несправедливости. Положили в палату, там лежачий один был. Так, ну, честно, обыкновенная палата это сама. Ну, мне плохо было. Дня 3-4 так полежал, потом в коридор вышел. Смотрю, палата для инвалидов войны. Думаю, ну, наверное, наши ребята лежат там. Подошел, ребята, ну, а как вот это самого? Да не, мы так просто нас... Я к заведующему подхожу, говорю, вы мне хоть это самое... Можете предоставить там отдельную палату, там хотя бы платную, туда-сюда. Нет, все занято, все занято. Я говорю, послушайте, а там кто? Там тоже занято. Набрался такой вот, ну, не наглость, а, как говорится, а что? Позвонил его, вот, облздрав, говорю, так. Ну, а потом они оттуда сразу нашли место. Понимаете? Вот. Сидела тихонько и молчал. Ну и лежит там в этой палате. Никто не смотрит. Только ребята нас, афганцы, поддерживают, конечно, и морально. Мы с ними, конечно, как со своими сыновьями общаемся. Спасибо им за это, что они нас не забывают. Они и могилы наши посещают, ребят наших всегда. Они нам как будто бы это наши сыновья. В их лице мы видим своих сыновей. Вот в каждом, наверное, доме есть какая-то своя реликвия.
Так вот в нашем доме реликвия вот эта маленькая кассета. Я считаю, что нам где-то повезло, так как Петр служил в 331-м полку, который называли парадный. И он каждый год, даже 2 раза в год, 7 ноября, 9 мая, они в Москве на Красной площади возлагали венки или просто был парад. И спустя много лет, где-то спустя 13 лет, я увидела эти кадры по телевидению. Вот тогда я сделала все возможное, чтобы найти и записать эти кадры для того, чтобы показать их дочери. Потому что она не представляла своего отца живым, она его не помнила, а тут она его увидела в движении, потому что он шел как раз у знаменосца справа, и очень хорошо было видно. Хороший был сын. Не было у него трудного подросткового возраста. Он читать любил. Он прямо вот даже на выпускном вечере, да, там побыл, а потом домой и читать. Вот это орден Красной Звезды, который уже посмертно ему вручен. Вот орденская книжка его. Еще после смерти Сергея очень долго, значит, как-то где-то увидишь какого-то парня. Ой, кажется, это... Особенно один раз я на автостанции здесь, в Минске, значит, увидела какой-то военный садиться в автобус в нашу сторону, да. Я побежала туда, тоже такой высокий, как мой Сергей был. Я побежала туда, думаю, ну, это, наверное, точно Сережка. Ну, нет же, конечно, это только... И так, как увидишь какого ребенка, так думаешь, вот... Тут такой нос, такой у сына моего, такой взгляд, такие губы, такое лицо похожее чем-то. Все ищешь черты лица своего в других ребятах. Ну, сейчас уже нормально. А поначалу, да, и мама рядом у кресла со мной сидела, просыпался, ползал в бронежилеты искал, каски искал. Ты в плен попадаешь, что у тебя там в безвыходной ситуации, такие, даже и сейчас иногда такие бывают, снятся, что все, у тебя вот автомат вроде есть, а ты пытаешься стрелять, а он не стреляет. Там что-то или какая-то замена, ты не можешь его как-то направить, как-то вот. Ну, бывает, что воюю. Уже реже, жена говорит, подсказывает, что раньше частенько воевал. Было даже такое, что я же уже служил, я же уже пришел домой и опять воюю, блядь. Да сколько можно? Такое вот подсознание. Потом просыпаешься, у себя дома в кровати, как говорится. Один водитель, он как-то травматически ехал, и вот заснул, и тут казалось, что они сейчас врежутся в скалу. На самом деле чуть не врезался, и у него прошло лет 20, и у него перестали ходить ноги. Мне нельзя смотреть фильмы про войну. Жена меня, тормозит, потому что у меня давление прыгает, Я эти фильмы про войну, тебя красочно снимают, со всеми подробностями, которые я видел реально, в Афганистане. Если после войны, конечно, мы видели острую посттравматическую реакцию, то по прошествии 25 лет мы не можем сказать, что она совершенно исчезла. Она переросла в длительную посттравматическую стрессовую реакцию, в народе чаще называется как афганский синдром. То есть это не только психологические проблемы, это и проблемы соматические, это заболевания и сердечно-сосудистой системы, и органов грудной клетки, органов желудочно-кишечного тракта. И поэтому афганские центры, они очень много занимаются проблемами не только лечения психических, да, это работа психолога, может быть, психиатра, потому что и химизм мозга нарушается, но и соматических.
меняется эмоциональный компонент, он становится более взрывным, агрессивным, может быть. Он, может быть, накопил очень много злости, очень много обиды. Офицеры, которые вернулись с Афганистана, офицеры, вот я же там, Витебский, там наша дивизия, половина развелась. Афганский синдром, он коснулся ведь не только воинов афганцев, он коснулся и семей, он коснулся и вдов. У нас было 50 вдов, я говорю за город Минск. Ну и что, из них, по сути дела, три женщины ушли на тот свет по своему желанию. У нас такое случилось и с детьми. Сложно сказать по статистике, сколько среди афганцев суицидов, но я думаю, достаточно много в популяции. Переосмыслить жизнь, конечно. Это многие, я вот видел, люди, которые очень тяжелее переносили это. Все, конец, все, мы не люди, мы не человеки, мы отбросы там. Да, 20 лет. Думаю, что теперь? Что теперь? Вот 20 лет. Без ноги, как ходить? Как что? На костылях всю жизнь ходить. Отец поддержал, очень даже. После ранения, когда пришел, как-то вот не пожалел, сразу там, через день, через два, там, давай что-нибудь делать. Да, ну, в деревне всегда работа есть. Ну, давай там тое, давай там тое. Не то, что там сиди там на диванчику, тебе принесут покушать и все такое. Давай, пошли сюда, пошли туда, там сделаем это. Вот насчет этого отец меня поддержал очень так вот крепко. Он не жалел меня просто. Ну, я вот сейчас ему даже благодарен, что сейчас вот все могу сам. Оттуда вернувшись, тяжело было, конечно. Мне у самого бывало, думаешь, а что я там делал? Не пошел бы, жил, здоровый был бы. Ну, на ребят посмотришь, думаешь. Психика нарушена во всех до единого. Ну, большая часть же наших же афганцев, вот как ты говорил, да, кто-то наркоманом стал, кто-то в тюрьму сел, кто-то спился. Честно скажу, да, с армии пришел, месяц пил. А потом мать сказала, говорит, сын, куда ты катишься? Больше всего от забытия, чтобы забыться. Как говорится, напился, забылся. Знаю, что несколько вот у нас пацанов от СПИДа умерло. Ну, что типа распутную жизнь начали вести, ну, что вот товарищ был. Ну, мы с ним в учебке вместе были. А потом, я не знаю его судьбу. Ну, в Афгане он был, не был, я не знаю. Ну, говорил, что был, а там я его там не видел. Ну, вот он спился. Есть у нас вот товарищ, он общество анонимных алкоголиков, хотя сам в свое время был там, страшно было взглянуть. Ну. Афганцы пьют, потому что, с одной стороны, их психика очень сильно пострадала от травматического стресса боевого. И психика ослаблена. С другой стороны, у них много нерешенных травматических переживаний. Чувство вины, чувство злости, чувство это. И чтобы снять чувство агрессии, для того, чтобы это снять, они употребляют вот такой народный... Это алкоголизация, она присуща для всех людей, которые пережили травматический стресс. Где-то что-то сделает, это афганский синдром. Опять-таки от человека зависит. И раз пришлось столкнуться с одним. Вот это он человека убил, там избил, потом закопал в нору. Это вот у него после Афгана, там это стресс, все. Но я так спрашиваю, а где он уже был, кем он был в Афгане, где все? Он, оказывается, был чисто просто писарем.
в авиационном полку, сидел на аэродроме, никаких боевых ничего. Ну вот он. Допустим, в Литве ветераны Афганистана, они жертвы тотального режима. Но, тем не менее, уважение всегда есть, и оно должно быть. И чем больше мы будем проявлять, тем будет меньше страданий и меньше преступлений, и всяких и суицидов, и психических расстройств, создания вот этих реабилитационных центров, формирования чествования ветеранов, напоминания. Это очень важно вообще для здоровья всего общества. То есть память нужна не мертвым, память нужна живым. И поэтому вот это вот принятие обществу ветеранов, любых, которые все-таки не по своей воле туда пошли воевать, это должно быть. Сейчас все говорят, там, ну, была такая политика. Была политика. Я не знаю, какая там политика хорошая и плохо. Ну, мы 18-летние парни, ну как, выполняли свой солдатский долг и все. По-моему, там как было, так и есть, и теперь война идет. И теперь там покоя нет в том Афгане. И 10 лет те, что были там, наши ребята, мало чего помогли. Может, что-то оттянули на какое-то время, а результат не тот. В общем, зря наших детей положили. Тот, кто прошел Афганистан, остался жив и невредим, а те считают, что это правильно. Как мой один знакомый сказал, что вот ты учительница, ты должна учить детей, тебе нужна практика. А я военный, мне тоже нужна была практика. Так для этого нужно было, вот, чтобы советские войска вошли в Афганистан, вот мы попрактиковались там. Всегда для нас, для воинов-интернационалистов, 15 февраля это праздник, потому что это день вывода войск из Афганистана, закончилась война. Но для нас этот день все равно не праздник. А для нас памятный день – это 25 декабря, потому что 25 декабря 1979 года войска были введены в Афганистан. Вот фактически с этого времени для семей погибших начинается трагедия.